Всем большой привет, воскресенье. Вот сейчас вышло солнышко, и прям настроение появилось, знаете, а утром было очень пасмурно. И ходишь такой какой-то весь себе прибитый. Еще в квартире, ну, ощущение, вы знаете, вроде бы не холодно. Вот сказать, что холодно, нет. Ну, так как-то вот пол прохладный, как-то сыро. Вот эта сырость, она просто убивает. И даже когда ты включаешь вечером немножко подтопить, 22 градуса, они вообще не спасают. Становится наоборот, знаете, как в бане, как-то парка. Вроде бы теплее, но парка. Кажется, влаги становится еще больше. Это какой-то кошмар. Какой-то тупик просто-напросто. Я вообще не знаю, что мне делать с этими полотенцами. Я же не буду каждый день ходить по этим сушкам. Ой, с 4 полотенцами. Это, конечно, ужасно. Вот. Ну, ладно. Что у нас сегодня? Воскресенье, да? Вчера суббота прошла, и я не знаю, когда она вообще прошла. Я не пойму, была ли она вообще в этой суббота в моей жизни. Да, вроде бы она прошла плодотворно, какой-то толк есть от этого дня, но я его не помню. Он прошел, знаете, вот на раз, два, три. Просто-напросто. И это все-таки выходной, долгожданный. Когда ты вроде бы, знаете, как от праздников, да, вот от Нового года, ты чего-то ждешь, ты там готовишься, ты ждешь, а потом раз он наступил, и все, прошел, и вообще непонятно, зачем ты его ждал, и ничего такого не произошло, а больше было подготовок, и больше было каких-то там надежд и всего прочего. Вот точно так же с выходными. Вроде бы ждал эту субботу, и то, и все, в итоге она прошла, и все. И ты сидишь и не понимаешь, была ли она или не была. Вот Марк, она заводил кучу будильников. Это просто какой-то кошмар. И все. И вот они целый день звонят со всех гаджетов, а он все равно спит. Вот. Вот такие вот дела. Сейчас у меня в планах поехать. Вообще я хотела поехать сегодня долгожданная, ну как вам сказать, вот в одном месте там барахолка, так сказать, ну вот этот рынок всяких, знаете, старых вещей. Он самый большой здесь. И я хотела очень его посетить. Но, вы знаете, тут такие источники, вроде бы как бы пишут, что есть, а ты приезжаешь, и вот оно на самом деле нет. Или оно было рано утром, буквально пару часов, и закрылось. И поэтому ехать далеко, и я такая в раздумьях. Ехать, не ехать, вроде бы хочется заманчиво, с другой стороны, и так не хочется время попусту потерять, потому что у меня на самом деле дома куча дел, у меня куча глажки, у меня там в ванной нужно помыть потолок, ну, в общем, вообще пол протереть, ну, короче, куча дел. А эта неделя опять она будет загруженная, потому что уже у нас тест. Первый, в общем, я не знаю, скоро здесь будут заставлять, ну не заставлять, а предлагать выучить язык за неделю. Точно. Как-то так все прям стремительно, и так прям интенсивно, что нет вообще слов. Ой, ладно. Вот, и еще хочу заехать на Мейер, не знаю, какие-то магазины сегодня открыты, потому что воскресенье, но что-то открыто. Хочу какой-то лонг себе купить, обычный какой-то, просто черный, с длинным рукавом, без каких-либо там логотипов, надписей и всего прочего, просто черный какой-то лонг. Ну, желательно, чтобы качество было какое-то вот такое просто нормальное. Ну, не знаю, посмотрю. В общем, такие у меня планы на сегодня. Ой, настроение вроде бы ничего, несмотря на то, что... Вчера узнала от своей знакомой, что они разводятся с мужем после вообще продолжительного периода брака. И это, конечно, очень печально. И вообще сейчас, конечно, люди, которые уехали, очень много количества разводов, очень много, потому что, казалось бы, да, что вроде бы как вместе, вроде как главное, что живы, да, главное, что там безопасность, ля-ля-ля, но это оказывается вот эти все переезды, вот эти все адаптации, вот это все, это испытание гораздо серьезнее, чем что бы то ни было, потому что люди начинают вообще открывать себя вообще с новой стороны, понимаете, это как заново знакомишься с человеком, потому что все мы ведем себя совершенно по-разному, все мы реагируем совершенно по-разному, вообще люди меняются, и ты вообще как просто первый раз видишь человека, и ну вот честно, вот такое есть, да, и это очень сложно, и это на самом деле... проходят, ну, поймут те, кто действительно как бы вот с этим столкнулся. Я бы никогда не подумала, что это действительно так. Это очень сложно, вообще вот эти все моменты, это очень сложно, ой, со всех сторон, со всех, и как для отношений тоже в первую очередь. Вот и расстояние говорят, да, вот когда люди на расстоянии живут, оно не скрепляет, ну и вот эти моменты то же самое. Вот это нужно такое иметь мудрость, терпение и вообще все остальное прочее, чтобы это все пройти вместе, знаете, рука об руку, чтобы не сломаться, потому что
Блин, сложно, сложно. Это 100%. И вот вчера узнала, да, что знакомая, вообще такая семья была крепкая. Казалось бы, вообще бы никогда в жизни таких прогнозов бы я не сделала. Ну да, вот так вот. Это очень грустно на самом деле. Просто хочется, чтобы у всех было все хорошо. Хотя понятие «хорошо» это тоже, как бы, знаете, можно вкладывать в него все, что хочешь. С другой стороны, бывают настолько отношения уже изжившие, и никакие, и не тяготят, что хорошо это как раз может быть и есть начать каждому свою жизнь заново, да, как бы пока еще, как бы есть на это силы, ресурсы и вообще. В общем, это такое дело. Ну, ни в коем случае я никогда не сужу никакую из сторон, вот честно, потому что, ну, на самом деле это вообще это глупо, потому что каждый, как всегда, прав, и вообще чужая семья — это вообще чужая потемка. Тут, честно, в своей бы разобраться, в своей бы семье, голове и вообще во всем прочее. Поэтому только когда констатируешь, вообще не люблю, если честно, вот собирать всю эту информацию вообще по знакомым, ну уж когда совсем близкие люди, знаете, вот, конечно, слушаешь и немножко грустно, конечно же, становится. Вот так вот. Ладно, побегу я, пока еще день не прошел. То я такая сейчас как засяду, и все. А потом вечером очнусь только. Ладно, побегу. Вот, беру вас с собой. Поехали посмотрим, что там сегодня у нас на МР работает. Вот даже сегодня, видите, что тут себе накучерявила даже. Потому что уже так надоело себе за эту неделю однообразная, какая-то уставшая, какая-то никакая. В общем, что думаю, хоть чуть-чуть разбавить картинку. Что-то хотела показать вам свой лук, только что в зеркале, ну, какой-то темный угол. Вообще что-то такая плохая картинка получилась. Думаю, уже ладно, покажу. Вот так вот. Обычные серые джинсы Zara, которые купила еще года 2 назад, наверное, в Киеве. Вот футболка вот такая вот, которая отлично серая, отлично подходит с желтым, с розовым, которая отлично подходит под эти кроссовки. Кроссовки New Balance, футболка. О, бренд забыла. Massimo Dutti куртка. И моя сумочка, про которую я благополучно забыла, вот только не вспомнила недавно. Думаю, почему же я ее не ношу? Пришла осень, как раз пора. Вот такой вот у меня сегодня лук дня. Такая думаю, куда же мне все-таки ехать? Думаю, все-таки поехать на барахолку, все-таки потратить время. Дай бог, чтобы она была. Или ехать на Мейер, там, где какие-то магазины сегодня открыты, то есть глянуть лонг. Потом думаю, ну, какой Трамп придет. Ну, то есть это вообще противоположные стороны. Одно туда, допустим, шопинг, на барахолку вправо. Думаю, ладно, какой Трамп приедет первый? Думаю, туда и поеду. В итоге, пока я там шла, смотрю, они одновременно, один туда, второй туда. То есть они уже прошли и в одну сторону, и в другую сторону одновременно. Ну, бывает же такое. Скажите. Вот так вот не сработала моя вот такая, знаете, как бывает, кидаешь как бы такой своего рода жребий. Вот, ага, не сработал. Все, теперь нужно делать выбор, куда ехать. Ага, тут пропускают, конечно, молодцы. Под колеса кидаться не надо. Ладно, решила все-таки поехать на барахолку. Зато не буду жалеть. То есть хорошо есть. Нет, вот 11 минут, пожалуйста, мне нужно ждать. За 11 минут я, наверное, дойду. И зарядка. Мне просто нужно пересесть на другой трам. Вот. Это буквально 2 остановки. Я из-за этого буду стоять 11 минут, когда я смогу дойти. Нетушки. Нужно шевелиться. Нужно упражняться. Успеем еще насидеться, належаться, наездиться. Правильно? Правильно. Тем более солнышко вышло. Еще лепота. Какие интересные растения, посмотрите. Я думаю, что это какой-то вид карликовых туй, да? Или что это такое? Прям очень красивые такие, какие-то кучерявенькие, такие, ну, мягенькие. Вот эти вот листочки или что это такое? Они мягенькие, не колятся. Интересно, так, в виде шарика. Вот и 5 меня догнала.
И десятка уходит. Ну, ё-моё. У меня такое ощущение, что мне нужно сидеть сегодня дома. Не, ну пятерка-то ладно. Прогуляться-то, пройтись лучше, чем стоять или сидеть. А вот то, что я пришла, десятка уходит, это, конечно, грустно. Вот моя пятерка, на которой бы я могла приехать. Еще и полупустая, я отметила. Эх. 8 минут мне теперь нужно ждать. Думаю, поболтаю с вами пока немножко. Знаете, какое у меня сейчас самое заветное желание? Вот прям здесь и сейчас. И так постоянно. Не знаю уже сколько времени. Вот, я хочу собачку. Я так хочу собачку, что вообще... Я хочу просто вот эту, знаете, пустоту чем-то закрыть после Линдочки. Конечно, мне ее никто не заменит. Это однозначно. Но будет другая собачка, будет... другая любовь, другие отношения, так сказать. Вот. Но у меня дня не проходит, чтобы я о ней не думала. Я везде, где иду, вот, везде у меня мысли о ней. Вот то здесь бы Линочка бы гуляла, здесь бы она бегала, здесь бы она яблочки рвала. Ну, в общем, вот такое все. Мне это вообще больно, она меня вообще не отпускает. Это невозможно. Это просто создание, оно на такой след оставило. Так много места занимало в моей душе, что... Ой, чувствую, что мне надо это просто перекрыть. Вот взять, хочу другого питомца. Вот хочу собачку. Но муж категорически против, потому что... Ну, я с ним согласна, потому что куда нам сейчас здесь собачку еще? То есть непонятно, что будет завтра. А животное это нужно еще и документы, и все такое прочее. Это еще отдельная история. Ой, ну это вот сейчас моя такая, знаете, зияющая дыра. Все можно пережить, все можно... как-то восполнить, передумать. Но вот этот момент, у меня вот уже год скоро, он меня вообще не отпускает. Но сейчас я хотя бы говорить об этом могу. А очень долго вообще нет. Не знаю, какая-то она особенная была. Может, для меня так. Ну, какая разница? Для меня она была вообще особенная. Это, я не знаю, люди могут ранить, самые близкие, сделать больно, знаете, найти твое больное место. А это было самое преданное просто создание. Это так. Ja, 30. Mijn berichtsport naar Frankrijk. Dat is 5 euro. Красивая посуда. Вот этот вот набор, ведро, там и швабра вместе, еще и насадку женщина там продавала. Это все вообще в идеальном состоянии, между прочим. И за 5 евро, когда эта цена там свыше 30. Вот, в магазине полностью комплект, ведро. Поэтому, ну что ж, почему нет, знаете. Так еще женщина еще торговалась. Ну, не знаю. Одни наши арабские друзья здесь сидят. Я вам скажу, знаете, тенденция. Сначала они атакуют экшен, вы видели, какими сумками и корзинами они там все выносят. А потом они вон, первые продавцы на барахолках. Капец. То ли уже разъехались, потому что сейчас 2:30. Вот, то ли это не то. Но мне хочется совершенно другое. Как бы, ну, я вот видела просто такие рынки, там, где именно бельгийцы на столах. У них, ну, реально классные вещи старые. Ну, вот классно, не вот это тряпье, да? Люди, ну, это, ну, даже не хочу это как бы обсуждать, но это не то. Вот. Но было написано, что самый большой. Может быть, просто все хорошее уже разобрали. Потому что, ну, на самом деле, с 10 часов, по-моему, как бы открывается. Я думаю, что уже просто разобрали. Действительно хорошие какие-то там, как это называется, отделы. Думаю, что они уже уехали. А вот это все
такое себе, все осталось. Ну вот стол хороший, 50 евро. На самом деле хороший, не поврежденный, хороший. Ну, нам не надо стол. Мне это вообще ничего, в принципе, не надо. Я так просто хочу посмотреть. И если уж там действительно что-то классное, знаете, действительно классное, что-то такое редкое, то ну почему бы нет. Я бы хотела какой-то хрусталь красивый, знаете, или какой-то фарфор, или какую-то красивую картину. Ну, что-то вот такое. Надеюсь, вы меня поняли. А то подумайте, что она лазит по этим барахолкам, да по этим комиссионкам. Ну, вот. Я уже дома, и правильно я и сделала. Вот пришла, смотрю, мне срочно нужно перебрать вот эти все вещи, половину летних вещей. Ничего не найдешь, одно на другое все навешано. Большая половина из этого уже не носится. Вот, поэтому нужно с этим разбираться, потом нужно кучу там перегладить. Так, мне, конечно, хотелось сегодня полюбоваться всякой красотой, потрогать руками, порассматривать, но не довелось. Ну ладно. Нужно вспомнить просто, где я видела тогда этот рынок. И он уже был не рано, уже где-то тоже к 10, наверное, может быть, к 11, там только машины приезжали, но там было реально, вот, ну, люди раскладывались, во-первых, это люди были вот прям, ну, такие, знаете, как бы солидные люди, и там действительно были хорошие вещи, вот прям действительно, и даже вот цветочные горшки были, ну, супер просто красоты, я таких вот в магазинах даже не видела, обратила внимание, очень много статуэток, очень много посуды, там книг, там пластинок, ну такого, знаете, вот всего. И я вот сейчас хоть убей, не помню, где это было. Вот возле вот этого вот, что это такое у них, вот тоже это башня, на башне замок, на замке, не все, это костелы. Вот, вот где-то в маленьком каком-то таком квартальчике, вот возле такого вот очередного такого замка, это было, вот, и вообще не помню. Хоть ты убей. Вот так вот. Ладно, буду я заниматься домашними делами. Их валом. Куча мама котлетки приготовила, вот, и мне уже наградила уже несколько штук. Поэтому я сейчас перекушу и, да, буду заниматься делами. Потому что неделя опять, я не знаю, что она мне там принесет. Какие там будут... вообще загруженная, не загруженная неделя, еще непонятно, в общем, посмотрим. Поэтому нужно сегодня сделать то, что уже откладывала, уже дальше откладывала. Марк учится, видите как? Все самостоятельно проходит, полностью весь материал, уроки на ютубе, да, Маркуш? Еще где? На разных платформах, да, есть куча всяких платформ. В общем, что-то берет сразу, вот видите, что-то берет сразу с вопросов по прошлым. Не ЗНО, а как сейчас она называется? НМТ. Господи, боже мой. Вот так вот дети учатся сейчас. Так, ну, кое-что уже поубирала, не тщательно, правда, потому что там нужно освободить еще вот эти вот пакеты, ну, не пакеты, вот эти икеевские на замочках. Вот, но хотя бы все равно самое такое вот носибельное, так сказать, уже как бы наверх, ближе к взгляду выставила. То, что совсем не ношу, прям есть такие футболки, тоже уже спрятала. Но более тщательно нужно будет, наверное, еще один купить вот такой вот, ну, типа ящик на замочке. И туда вообще прям отдельно все летнее сложить, потому что я и теплое это не хочу все доставать. Потому что там есть кое-какие вещи, которые, ну, они теплые вроде бы как, но носить точно их пока не будем. Пусть, ну, то есть, вот. А место же не занимают, поэтому пусть у каждого будет свой отдельный вот этот вот ящик. Так, ну а так уже лучше, конечно. Хотя бы все на виду, то, что носишь. А то как начнешь рыться под этими футболками, искать те джинсы. Господи. Всем привет, Ули, уже с понедельника. Так, у нас перерыв долгожданный, идем на кофе.
Марк, смотри, что я тебе купила. Такие киндеры. Детство. Возвращаемся. Ну, что, ну прикольно, да? Прикольно, под чай. Прикольные, да. Ну, в смысле, такие под Хэллоуин. Такие штучки. Да? По дороге домой зашла в магазин и помимо киндеров купила, конечно же, еще продуктов, потому что после выходных запасы, как всегда, истощаются немножко. Вот, 2 сливок взяла, потому что хочу приготовить пасту сегодня с грибами и с курицей, как вы можете видеть. Вот, туда еще добавить немножко чесночка, и это будет вкусно. Вообще бы я еще добавила, мне очень нравится еще с помидорками. Вот, нет, помидорки я кладу когда с морепродуктами. Нет, этого достаточно. Чесночок, сливки, грибы, сыр и курица. Вот, потом вот эти батончики. Ну, как бы, знаете, они чем-то напоминают сникерс, но не такие прям, не такие вот прям тяжелые и сытные. Немножко полегче. Не сказать, чтобы мы их любили, но иногда вечером хочется что-то сладенькое за чаем. К чаю, поэтому вот взяла. Сегодня в этом отделе было вообще максимально пусто, поэтому как бы что было, то и взяла. Для тостов то же самое, что было что-то. Потом йогурт, сыр, молоко, воду. Даже не было большой воды 5-литровой. Ну и курицу готовую взяла. Вот тоже лишней не будет. Так что вот такие вот покупки вместе с киндером. Это все, точнее с набором хэллоуинским киндеров. Это все мне вышло на 28, там с чем-то, с копейками. Марк собирается в Атлас, потому что нам сегодня нужно обязательно туда попасть. Точнее не нам, а ему. Завтра общенациональная забастовка. Транспорт ходить не будет. Половина организации тоже там вроде как работать не будет. Поэтому лучше сегодня сделать эти дела. В тот день, кстати, когда мы покупали ему пальто, повернись, сынок, пожалуйста, вот такую зипку купили. Вот на самом деле она такая прям хорошо такая хаки, да? Темная, темно-зеленая. Хотя выглядит она какой-то серой, но на самом деле она такая вот как бы темно-зеленая, хороший такой цвет. Это Zara. Так интересно, там дерево, видимо, птички свили гнезда, и там у них птенцы. Потому что такое многоголосие, там столько их чирикает, и видно только тени. Знаете, силуэты маленькие, прых там внутри. Вообще так забавно, как они там, ну просто там ветки настолько плотно переплетены, и они там умудряются как-то там еще и перемещаться. Вот, ну а я, ой, так хотела уже никуда не идти сегодня, а потом села, подумала, ну, завтра же это забастовка. Там же по желанию. Транспортники точно, но могут работать и магазины не работать. Это такое дело, потому что она межнациональная. А у меня очень важные хозяйственные вещи закончились. Такие, как туалетная бумага, бумажные полотенца, гель для мытья посуды. В общем, хочешь не хочешь, решила все-таки поехать. Вот, потому что нужно. Ой, как погода испортилась. Вообще. Вот. Бегать завтра, начинать по городу, это пешком, знаете, искать магазин, который работает. Короче, не хочется. Лучше побеспокоиться об этом сегодня. Вот, прям осень, я вам скажу. Прям интенсивно. Смотрите, уже сколько золота вокруг. Прям уже неделю назад еще было больше зелени. А здесь появилась красота. Вы посмотрите только, какая красота. Это вообще 1 евро стоит. Вы знаете, вот я вам скажу, идут, вот хорошая посуда идет. Англия, Германия. Вот Германия тоже, я вам скажу. Они, конечно, как производители, они очень-очень достойные. Потому что вот это вот очень легкая посуда. Очень. Посмотрите, какая красота. Какой молочник красивый. Ну, молочник или соусник, что это такое. Ну вот тарелка просто, она как бы ее и для первых блюд не назовешь, да? Вроде бы как. И для вторых вроде бы как нет. Не знаю даже. Не знаю, маленькие, но мне маленькие не нужны. Ну, очень красивая, я вам скажу. Очень. Прям такой расцвет, не могу. Вот, если бы она была бы она поглубже. Боже, 1 евро, это же
Вообще нормальные деньги. Ну, она просто, ну куда она? Что ты сюда? Суп не подашь, борщ не подашь. Такое, но красиво очень, нежное. Люблю такие еще плюс зелененьким, как я люблю. Вы знаете, у нас же сегодня уже понедельник. Вот. Я сегодня, вы знаете, снимала. Столько много всего наснимала. Потом в итоге все удалила. Потому что думаю, если бы я все это для вас опубликовала, я думаю, что вы бы точно вызвали бы неотложку и упрятали бы меня в психушку. Точно. По крайней мере, я бы точно бы с собой так поступила, если бы это все посмотрела. Вот правда. Понимаю, вот на сегодняшний день, честно, вот когда я все это просмотрела за день, да, то, что там наснимала, хотела как бы там день снять, как бы, да, я поняла, что я уже все, я уже не вывожу ничего в этой жизни, просто ничего, верите? Капец. Куда ни кинься, везде одна жопа, просто везде одна жопа, честно, уже сил нет никаких. Вот, еще утром было какое-то настроение, еще какое-то было, знаете, какой-то дух немножко какой-то поднялся, вроде бы как шла, как бы, какая-то мотивация появилась в эту школу, как бы все. Потом в итоге, сегодня был пробный тест у нас. Короче, у нас же будет, получается, 2 теста. И сейчас 1, 2, ну, мы вот уже заканчиваем. И будет внутри школы, там будет люстерен, это слушать, и потом, потому что ты услышал, там отвечать на вопросы, потом лейзен и шхрейвен, да, то есть чтение и письмо будет. Вот. И потом будет общенациональный уже, если ты сдашь внутришкольный, то ты будешь проходить общенациональный брюссельский. Это уже как бы идет на вот эту интеграционную вот эту всю твою историю. Короче, это то, что мы сдавали, проходили интеграционные курсы весной. Вот это все будет, в общем, играть, ну, это все будет суммироваться и как часть интеграционной программы. Там еще не только это, там еще нужно там несколько часов работы, там и волонтерской программы, но как бы уровень языка 1-2 обязательно, и вот эти вот прохождение этих курсов, это как бы один из пунктов. Вот, и вот сегодня мы уже пробный проходили. В общем, в итоге вроде бы как бы все легко, ну как, ну нормально, не легко, но как бы нормально, вроде бы в основном ты все понимаешь, да, как бы, но как ты только начинаешь в этом всем участвовать, и ты понимаешь, что ты вообще не соображаешь. Ну, я, допустим, я не соображаю в этих артиклях, вот этих «дэхэт», я не могу это выучить, «эн», где это ставится, где это не ставится, ну это правда, ну, вот как-то так. Плюс мелкие ошибки, ты их в любом случае допускаешь, и, потому что, ну что тут мы тут находимся в этой Бельгии, язык не из легких, это, ну в моем случае, ну я не могу это выучить прям все идеально, чтобы вообще все без ошибок, а нужно без ошибок, и поэтому оно вышел, ты это посмотрел, и ты понимаешь, сколько бы ты ни учил, просто, ну, блин, ну, чувствуешь себя таким тупым, вот просто-напросто говоря. Все это, знаете, полбеды. Это все вообще не смертельно, и бог с ним, это все можно пересдать, и вообще, это, знаете, ну, это такое, как бы важно, но не важно, скажем так. Никто тебя ниоткуда не выгонит, не убьет, не пристрелит, ничего, если ты там не сдашь. Но в общем, знаете, когда в жизни и так по всем фронтам, понимаете, ну, жестяк, то уже просто любая мелочь, сверху любая капля уже идет оно все как перелив, знаете, уже каждая капля, оно уже все выливается, потому что перенасыщение. Вот вы говорите, дети, какая вы молодец, какие у вас хорошие детки, девочки, мальчики, да них послушайте, они самые несчастные в мире, просто, и мы самые, допустим, я самая плохая мать, вот, честно говорю, Марк рвется в Украину, все, он самый несчастный, бедный, какие бы ты ему аргументы ни приводил, и к здравому смыслу не призывал, он свое гнет и все делает наоборот, понимаете, мыслит как бы наоборот, совершенно, вроде бы да, но в общем ты смотришь, самый несчастный человек на свете. Точно так же и Даша, сколько бы ты ни делал, ты стараешься делать что-то хорошее, а в итоге получается ты просто самое ужасное, никчемное,
просто непутевая, мать не мать, понимаете? Вот такое. Ты просто плохая мать, и все. То есть дети несчастливы, каждый из них по-своему. Вот. YouTube-канал тоже, я вам скажу, пришла наличка вчера, ну и что? Все, YouTube уже перестает рекомендовать, потому что время просмотра маленькое, потому что в основном все смотрят, видимо, на перемотке. Ну, время просмотра, оно маленькое, стрелочка вниз. Вот. Подписчиков больше половины смотрит. Ну, половина, там, смотря на какие видео. Не подписанные. Активности, как для Ютуба, ее мало. И все, он просто, я уже так прям чувствую, что он просто перестает рекомендовать. Немножко только видео выходит, там немножко, какой-то час и все. А потом просто в бане стоит, как будто бы в бане. Просто его не продвигает. И что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, он тупо стоит на месте. Он тупо стоит на месте и все. Потому что у Ютуба свои там алгоритмы, он смотрит туда, куда ему надо смотреть, а у меня по этим фронтам, в общем, отсутствуют какие-то показатели, и все. И в общем, вот так вот. И с языком такое, и куда ни ткнись. Я же говорю, что все везде просто показывает то, что ты просто полный неудачник. Особенно на фоне, знаете, вот сейчас же все это соцсети, все что-то вокруг, телеграммы, инстаграмы, все везде успешный успех. Не успел одно видео опубликовать, уже 1000 просмотров, 1000 подписчиков, активность. Как бы все бурлит, все продвигается. Тут же просто везде все, ну никак. Просто ты понимаешь, насколько ты в этой жизни вообще полный ноль. Просто ты что-то делаешь, стараешься, из самых добрых побуждений, а оно вообще ничего. Оно не то, что не приносит никаких плодов, оно вообще кое-где даже тебе идет во вред. Как-то так. Поэтому вот такие вот пироги. Вот такая вот она реальность. И поэтому, когда кто-то там начинает, как, боже мой, какие-то пишут про какие-то достатки, про какое-то все, то, все. Девочки, мальчики, у каждого своя жизнь, я вам скажу, у каждого своя кухня, и у каждого своя история. И никогда не судите, знаете, не делайте выводы такие, какие вам хочется, то, что лежит на поверхности. Все это, я вам скажу, вообще непросто. Вся жизнь у всех, как бы это там ни выглядело, все непросто, все грустно, честно. Я уже вообще не знаю, что делать, чтобы себя сейчас повернуть и настроить на какой-то, не знаю, на какой-то, ну, чтобы набраться сил откуда-то и воспрять и идти дальше. Я уже дома, уже поставила пасту приготовить, потому что туда-сюда муж должен приехать. Ну, может, он и позже приедет, я не знаю, но факт того, что было что приготовлено. Марк, наверное, уже голодный. Вот паста все уже доходит. Я готовлю ее аль денте, потому что потом, когда добавляешь ее в соус, чтобы она уже не была переваренной, потому что соус, как правило, он горячий, и потом паста еще держит температуру, вот свою внутри, плюс еще соус, и в итоге она получится слишком мягкая. Я такую не люблю. Я не люблю переваренную. Макарошки, грубо говоря, эти все. Точно так же, как и капусту в борще. Тоже терпеть не могу, когда она переваренная. Угу. Выключаем. И сливаем. Я уже приготовила дуршлаг. Здесь поставила. Решила сегодня я как-то в последнее время без лука. Просто чеснок, делаю масло. Припускаю, да, чтобы масло было душистым, да. Потом добавляю там то ли курицу просто, то ли курицу с грибами, сливки и потом чеснок. Как бы чесноком доложу до вкуса, да. Сегодня решила и лук. Пусть будет лук. Мне нравится сочетание лук жареный с грибами, с курицей, со сливками. Поэтому мелко просто порезала, чтобы он не был крупно. Вот. Потом добавлю грибы, курицу, заправлю в конце уже
с чесноком, но долго тушить не буду. Мне не нравится, когда чеснок долго тушится где-то, он потом теряет вкус. Точнее, для меня становится вкус неприятным. Мне нравится, как бы добавил чесночок, вот, буквально там 20 секунд и все, отставлять. Так, все, я сливаю. Я добавила вот уже чеснок через чесночница-давилку. Буквально сейчас 30 секунд. Я добавляю туда эти макарошки и все. В идеале, конечно, добавить еще сыр, загустить сыром. Но тут же такая печка, тут же такая посуда. Печка шпарит. Все начинает прилипать середина, поэтому я не хочу портить продукты. Вот. Оно потом сыр весь соберется на дне, все прилипнет и все. Поэтому только в тарелках будем посыпать и все. Зелень тоже я люблю уже готовое блюдо посыпать. Вот это вываривать его, варить, чтобы оно там плавало, эта зелень. Я такого не люблю. Ну, это как бы мои вкусовые, конечно, эти причуды. Ну, вот так вот. Дальше можно уже, кто как любит. Ну, можно много зелени насыпать. Можно с вялеными томатами. Как угодно. Там в соусах. Не сухая. Вот, соуса хватает. Моя самая любимая паста, знаете какая? С морепродуктами, помидорами и чесноком. Много чеснока, сливки, ну там креветки, помидоры, черри. Это моя самая любимая. Можно еще шпинат. Все, выключаю. Какая красота, посмотрите. Почти осенний пейзаж. Я не помню, кто там рисовал раньше осенние пейзажи в учебниках, по которым мы учились. Кто? Шишкин. Шишкин, по-моему, там осень в лесу, да? Да. Или осенний лес. Да. Или что-то там такое. Ну, короче, почти то же самое. Это хмурое небо, желтые деревья, там уже вообще опавшие. И нас заставляли писать сочинения на эту тему. Что мы видим. И мы вот это все выписывали. Желтый безжизненный лист, багряными красками, весь наполненный, упал, лежал под ногами. Как-то так. Чем больше эпитетов, тем лучшая оценка.